Приветствую всех на канале Scale Journal, и этим видео я стартую серию по знакомству с продукцией фирмы Wilder. В первой части мы с вами посмотрим на сухие декали, какие есть, как их наносить, ну и что можно получить в итоге. С сухими декалями я сам еще ни разу дела не имел, поэтому будет, как мне кажется, в 2 раза интереснее. Сам попробую, ну и вам покажу. Давайте посмотрим для начала, какие варианты сухих декалей у нас имеются. Есть несколько вариантов цифр. Тут в наборе идет большие цифры, мелкие цифры. В данном случае это черные цифры с белой окантовкой. Также есть варианты с красными цифрами и белой окантовкой, и белые цифры и с черной окантовкой. Также есть просто цифры с белым и черным контуром. Это у нас декали с различными размерами крестов, ну и несколько вариаций дано. И одни из наиболее интересных, как мне кажется, это декали с заводскими маркировками для немецкой техники. Все представленные декали в основном предназначены для немецкой техники. В принципе, некоторые цифры можно, я думаю, и применять для другой техники, но изначально они предназначены для немецкой. Также, судя по маркировке, декали предназначены для 35 масштаба, но, как мне кажется, кресты могут быть использованы и в масштабах более мелких, там, в 72 и, возможно, даже в 100 самые мелкие. Я попозже попробую, если что, вы это увидите у меня на канале. Давайте я вначале покажу, как, на мой взгляд, наиболее интересный вариант сухой декали. Это заводские надписи и метки для немецкой техники. Ну и, соответственно, сейчас вам покажу 2 варианта, которые я буду применять для Пантеры. Первый — это циферное обозначение. Соответственно, сверху идет вариант в начале просто черные цифры, крупные и мелкие. А дальше идет вариант черные цифры с белой окантовкой. Декали данные предназначены для 35 масштаба, но в принципе некоторые, я думаю, можно в исключительном случае применить и для 72. Ну и, соответственно, декаль с крестами. Это я вам показываю варианты больших наборов декалей. Также доступны в продаже еще мини-наборы. Соответственно, там все то же самое, только в меньшем количестве. Ну, соответственно, и дешевле стоит. Сухие декали наносятся непосредственно на краску и не требуют блокированной поверхности. Для нанесения сухих декалей потребуется несколько инструментов. Это цанговый нож острый для того, чтобы вырезать декали с листа, модельный скотч, или малярная лента для того, чтобы зафиксировать временно листок с декалью, чтобы не было смещения, а также какая-нибудь притупленная палочка либо зубочистка, с помощью которой сама декаль будет переводиться на модель. Также, в принципе, можно использовать обратную сторону деревянной кисточки, либо шариковую ручку, в которой кончилась паста. Ну и может потребоваться еще пинцет, но это уже так, опционально. Давайте перейдем непосредственно к нанесению декали на модель. Ну и начнем с самого простого, это кресты. Декали изначально предназначены для того, чтобы наносить на плоскую поверхность, но в принципе я сегодня попробую и нанести на поверхность с небольшими неровностями, ну и посмотрим, что из этого выйдет. Выбрали необходимые декали. В моем случае потребуется всего 3 креста, ну и аккуратно их вырезаем. Далее подготавливаем тонкие полоски модельного скотча.
Давайте попробуем нанести сухую декаль. Для этого необходимо приложить декаль к тому месту, куда нам ее надо нанести, и зафиксировать кусочками модельного скотча, чтобы не произошло смещение во время переноса декали на модель. Перенос декали, как я уже говорил, осуществляется с помощью затупленной палочки, либо обратной стороны кисти, либо зубочисткой, опять же притупленной, либо шариковой ручкой, без пасты просто. Для этого необходимо обвести всю декаль, прочертить. Ну, будет заметно, когда она переносится. Она меняет слегка оттенок сверху. После того, как мы обвели всю декаль, можно убирать подложку. Ну и наслаждаться результатом. Как вы можете заметить, декаль, помимо самой краски, не имеет никакой дополнительной подложки вокруг. Ну и, соответственно, что-либо серебриться здесь не может. В дальнейшем для дополнительной защиты можно все это дело покрыть лаком. Сейчас я нанесу эти кресты еще в другие места без камеры, ну и потом покажу, как удобнее сделать с цифрами. Теперь переходим к цифрам. Цифры нужно будет нанести на башню. Здесь, в принципе, все делается то же самое. Единственная сложность, что поскольку цифры будут наноситься по отдельности, их необходимо выровнять в одну линию. Я буду наносить номер 521, соответственно, я сейчас вырежу необходимые цифры, ну и покажу вам все. Подготовил декали к нанесению на башню. Соответственно, здесь все три цифры вырезаны отдельно и зафиксированы модельным скотчем. Ну, самое сложное, наверное, выставить все цифры ровно и в нужном месте. Но дальше процесс протекает так же, как с крестами. Нужно просто обвести декали по контуру, ну и готово. Итак, декали нанесены. Я результатом остался доволен. Соответственно, я нанес кресты на боковые части корпуса и сзади. А также были нанесены цифры на башню с этой стороны и с этой стороны. Как я уже говорил, с нанесением на плоскую поверхность никаких проблем и трудностей не возникает. Делается все это элементарно и просто. В случае же, где у нас есть выступающие элементы, там есть небольшие трудности при нанесении декали, но в принципе они решаемы. Что-то можно, какие-то декали либо подрезать для удобства нанесения, либо потом аккуратно кисточкой дорисовывать ту часть декали, которая не перенеслась. Но опять же, это не проблема. На этом я, наверное, сегодняшнюю часть буду заканчивать. Данная модель у меня еще в этой серии будет появляться, я думаю, неоднократно. Возможно, что-то буду показывать на других моделях. В следующей части мы с вами познакомимся с фильтрами. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Пока.